Друзья мои, всем огромный привет! Поливаю эту стоечку с орхидеями и не только. У меня здесь блочники, кто не знает. Блочники на куске ивы сидит красавчик, эм, представитель вида неофинетии. По-моему, ринзи он называется. Кусочек дендробиума здесь затесался. Здесь одна из столумней, которая не захотела в горшке расти, ну и на блоке не очень. И вот тут вот стыдливо, как всегда, отвернулась Модеста. Но я вижу, она еще влажная. Ну, растит листик. Сейчас разверну, вам покажу ее. Так, разворачивайся. Пытаюсь ее, так сказать, укротить, используя блок. В горшке у нас дело не пошло. Это природная орхидея, пахнет очень вкусно. Напоминает запах акации, очень ярко, очень мелкое цветение, маленький цветочек, но очень ароматный. Вот здесь она у меня теперь проживает на блоке уже, знаете, второй месяц. И вот начался рост корней, видите, вот с одной стороны, вот там с другой стороны, и новый листик. Очень надеюсь на ее сговорчивость. Так, здесь у меня дует цветонос, красавчик филиппиненсис. Дует, бутоны дуют, он растит цветонос. Мне девчонки писали, что вот этот вид орхидей, шиллерианы, филиппиненсисы, имеют плоские корни, да, так и есть. И в мох им категорически нельзя. Ну, чего нельзя? В мхе они тоже растут. У меня вот он растет на подвесе. Растит уже вот такой второй лист в моих условиях. Это первый вырос, это второй. И я не думаю, что ему прям очень сильно плохо в мхе. Мох у меня спагмос из брикета спрессованного. Корни там сейчас просто не видно, но они есть. Они уже начали появляться у стенки горшка, но они умеют маскироваться под мох. И когда польешь, вот видите, вот один корень, вот второй, когда польешь, то их не видно. Фаленопсис филиппиненсис насип. В общем, растет у меня здесь, я вам показывала, в подвесном состоянии. Очень радует мой новый экземпляр хатуюки. Гляньте, какую он огромную растит стрелу. Ну, прям вообще. Стоит там пониже уровня окна. Вместе со своим стаканом посажен в такую систему. Ему эта система зашла. Видите, там мох вверху, потом большие кусочки коры, а в самом низу шарики плагрона. Ему нравится. Это мой второй экземпляр белого хатуюки. Название его в переводе с японского «Первый снег». Так, что здесь написано? Хатуюки Нагаюки. В общем-то, первый снег. И вот так он пошел, оплетать корнями пивной стакан. Но ему понравилось. Вы знаете, вот в такой системе многим малышам очень нравится. Так что возьмите на заметку. Рядом с ним... Ой, сейчас, девочки, аккуратно поставлю. Вот он смотрит в окно. Вот это тянется к окну, поэтому такой длиннющий цветонос. И рядом с ним малышарик. Ой, корешок растит. Это моя пелоричная мама выдала вот такую детку после использования цитокининовой пасты. Это были корешки внизу. Просто в коре мелкой сидит в таком вот тайванском стаканчике. Это моя Тамара, бабулетка. Чем она здесь с ним вместе живет. Так, там биглип что-то вечно мне нервы портит. Ну, сейчас наращивает корневую, все нормально. Так,
Ирен Добкин за плохое поведение и для хорошей жизни была помещена тоже на блок. Ей достался пластмассовый. Сейчас я обрызгала их раствором сока лимона и воды. В общем, обсыхает. Что девочки начала крутить носом и не цвела в этом сезоне. И поскидывала здесь листья. В общем, обсыхает. Раз в день я их, этих блочников, брызгаю. А здесь у меня моя перлина. Нашла я ее на одном из сайтов орхидейных. Это, надеюсь, что это она, Энциклия Мария. В конце мая ко мне приехала. Такая вот красота. Растит новый ростик, новую бульбочку. Энциклию Марию сейчас сильно не встретишь, девочки. В заказах нет. Редкость редкостная. Видите, корни есть. В общем, надеюсь, что от новой бульбы тоже пойдут корешки. И все будет окей. Так, здесь доцветает пересаженный мною в кору и мох. Ой, вон вижу корешок новый. Но у него был активный корень. И не один. Это мой мету. Скорее всего, что это Сан-Квин какой-то. У меня он приехал как мету Кинг. Но девчата говорят, что это не мету Кинг. Там у меня реанимируется на подвесе и желтит лист моя давным-давно купленная гигантея. Ну, надежды есть, что она все-таки... Она, видите, видимо, начала там растить корни и начала желтить листик. Ну, отжелтит, уберем. Ну, даже если с одним листом останется, надеюсь, что пойдут новые листья и все исправится ситуация. Я что-то как-то не могла к ней найти подход и до сих пор не могу. Но сейчас она у меня там в стаканчике с отверстиями, видите, с волокном, с корой, с мхом. Знаете, это из... Сейчас, девочки, покажу поближе. Тут нечего, конечно, смотреть, но это из серии «И не живу, и не умираю». Я когда ее пересадила в плагрум, ее и ее подружку, тоже гигантею Альбу. Альба пошла расти, а эта скинула все корни. Возможно, я завела. И я уже ношу с ней не знаю сколько времени, но у меня такое подозрение, что вот знаете, вот с самого начала приехала, не хотела адаптироваться, так вот мы идем. Но это лист у меня вырос. Я очень надеюсь, что ей хватит резерва на то, чтобы нарастить новые корни и начать уже расти. И вот в таком подвешенном состоянии все-таки им лучше произрастать. Вот Альба у меня шикарная, я считаю. А это, ну, если будет возможность, это такая обычная, стандартная гигантея. Вообще это не стандартный фаленопсис, но именно сама гигантея, это, конечно, перлина коллекции, изюминка. Но вот моя изюминка пока вот такая присохшая. Надеюсь, что-то из этого выйдет. Так, в общем-то, сейчас буду блочников брызгать. И хотела... О, тут цветонос моей принцессы. Хотела же вам показать, кого я, наверное, сегодня перевалю. Это, девочки, вот такой вот огромный фаленопсис, который бесконечно цветет. Во всех, наверное, обзорах у меня с цветением участвует. Его уже горшок, ему мал. Он формирует прям вот такой ствол. И я боюсь, что вот эти новые корни, они уже им некуда расти. Некуда. Он просто гигантский. Сан-Франциско, розовая такая орхидея, розовый фаленопсис. Вот я вижу, вот корень ползет, а там ему уже места нету. Этот пошел в воздух. Я бы не хотела, чтобы была борода. Пьет как не в себя. Корней полон горшок. Я хочу это все достать. Есть горшки побольше, закрытую систему. Просто все это, там же нету торфяного стакана, ничего. Все это поместить в больший вазон. И он у меня даже, видите, в кашпо стоит керамическим, потому что он падает.
Такой молодец. У меня всегда шикарное цветение у этого фаленопсиса. Вижу растущий корень, бедный уже протискивается, там уже нет места. В общем, я его достану и пересажу в больший вазон. Хотя он с бутонами, но он всегда с бутонами, я не знаю. Видите, он уже там поскидывал массу листьев. Ну вот 4-я пара листьев растет. Такой вот красавчик. Видите, как он разветвляет цветонос и такой. Он у меня уже давно, если честно, я даже не помню, откуда он у меня. Вот не помню. Возможно, какой-то распродажный вариант. Откуда он у меня, я не знаю, девочки. Розовый Сан-Франциско. То я ему срезала тут остаток цветоноса. Ну, в общем-то, надо его переехать. Переехать в новый вазон. То я здесь обрезаю плохие корни. Сейчас я его все-таки протру спонжем, лимонным соком. И вот этот столик мне надо тоже протереть, поухаживать. Ринхостилисы мои, ринхостилисы. Вот это у меня из 5, у меня было 5 ринхостилисов, 1 погиб. И мне кажется, что погиб самый желанный, который приехал последним, то был Red. Представляете? Это, по-моему, White, белый. 2 таких уже больших ринхостилиса. Вот это самый большой. Причем вот эти все ринхостилисы приехали одновременно в одном размере. Ну, гляньте, какой этот большой. Это Spotted. Приехали они в 23-м году все. Какой этот огромный. Вижу, что желтит нижний листик, но это нормально. Растет верхний. Ну, я пока не поливаю. Недавно замачивала. Пускай еще пару дней повисит. Да, вот из всей партии вот этот самый большой. Но они же все разные, с разной краской. Так, этот, он здесь в горшке. Это вроде как Peaches. Он поменьше. Тоже вот желтеет лист. Что-то ему надо питание. Я его забрала с полочки с искусственного освещения, принесла сюда. Но у него, мне кажется, лучше с питанием. С питанием, а с влагой. Потому что у него такой 12-й горшок. И у него там кора дольше сохраняется. Вот видите, есть кончик растущий. И здесь есть кончик растущий. Для ринхостилисов это просто вау. Кто из них, когда первый зацветет, это прям не знаю. В общем, он намного меньше, хотя приехали вместе. И вот еще один ринг, который, наверное, тоже с ними приехал. Или позже. По-моему, позже. Его вот тут клещ покушал в прошлом году. Но обработала, и все нормально. Новые листики растут хорошо. Прошел год. Вот этот прирост после обработки сразу пошел. Новенький, красивенький, чистенький. Но, видите, я сначала ринхи высаживала в горшки вот такие. Они там неплохо развивались. И этот сейчас в этом горшке. Вижу, что там вроде все неплохо. Вы знаете, они любят влагу. Умеренно. Я даже видела, как на гидропонике их выращивают. И очень успешно. Ну, как вот его отсюда достать из этой керамики? Они намертво прирастают корнями к горшку, к стенкам горшка. Ну, посмотрим. Может, потом придется в какой-то горшок ставить вместе с этим керамическим горшком. А корни пойдут уже ярусом выше, да? Но у них корни, конечно, как шланги, листья плотные. А, какой это? Это, по-моему, блуя. По-моему, это блуя, да. Интересно будет увидеть. А Ред загубила. А вот этот пришел в подарок. С каким-то из заказов Ольга мне прислала в подарок этого ринха. И он был написан как White. Но мне вот как-то странно, именно у этого
листья, видите, ой, течет водичка там у него внизу. У этих 3 листья вот такого плана похожие, а у этого вот такие темно-зеленые. Неужели у белого вот такой темный лист? Не знаю. Я думаю, вот у красного мог быть такой лист, да, а не у белого. Ну, посмотрим. Надо дождаться цветения. Но когда это будет, я не знаю. Посмотрите на мой огромный цветонос. Я все никак не дождусь, когда эта красавица Калманара Кататанта Pacific Sunsport, когда она уже расцветет. Вижу, тут она собирается что-то ответвлять. Но она тянется выше, выше, выше. Это что-то будет, наверное, невероятно большое и красивое. Так, кстати, моя Наташа теперь висит здесь. Фаленопсис. Дует бутоны. И надо проверить, надо ли ее помыть. И полить. И помыть, и полить. Ой, она тяжелая. Наверное, не надо. Наверное, я ее поливала. Что тут у тебя творится? Хороший рост корней от шеи. Да, она политая. Не буду ее не протирать, ничего. Пускай так и висит. Здесь что-то она надумала. Интересно, это не детка случайно? Она является гибридом. Где-то у нее в родственниках есть гигантея. И у нее очень большой, крупный такой, видите, лист. Где-то гигантея у нее есть. У нее даже цветок такой, знаете, гигантейного типа, восковой. Ну вот, собирается тут 3 бутона мне изобразить. Здесь цвела на 2 цветочка в этом сезоне, но больше пока нет. Очень крупная. И прям вот я решила ее подвесить. Немножко вот это девочки мне говорили: Аня, тебе там на шее что-то темное. Да знаю, девочки, и лезть не хочу. Вижу, что вроде не растет эта темнота. Но кто его знает. Уже так на протяжении года. К вопросу о гигантеях. Вот это моя вторая гигантея. Фаленопсис гигантея, которая альба. С ней у меня более или менее получается, девочки, мальчики, дружить. Вот. Сидит она с некоторых пор в плагроне и немножко мха сверху. Даже не знаю для чего, но чтобы, скорее всего, выманить вот эти верхние корешки, которые я вижу у большинства обладателей этого фаленопсиса. Вот так выглядят закукленно. Ну что ж поделаешь. Сегодня вместе с вами только что я обнаруживаю вот это. Пазухи листа моей прекрасной, уникальной орхидеи. В природе их осталось, вообще не осталось. Неужели она собралась цвести? Ну, вероятно, что она собралась цвести. И это будет впервые в истории моего увлечения орхидеями. Зацвести гигантею, которая посажена, ну явно не корень, ребят, явно не корень, которая посажена в керамзит, ну, в плагрон. Так, а ну давайте глянем на корни. Вот корни. Их не так уж и много, но они есть. Листья у нее такие поникающие. Очень такие, знаете, плотные. Ну, не суккулентные, но можно сказать, что почти суккулентные. И имеют вот такой сизый налет. Это защитная такая. Защитный слой восковой, который ни в коем случае не нужно оттирать. Таким образом, орхидея себя защищает от переувлажнения и от вредителей, вероятно.
Так что не знаю, буду теперь как чумасшедшая заглядывать в эту пазуху и наблюдать, цветонос это или не цветонос. Чем и буду делиться с огромной радостью с вами, друзья мои. Ну вот с первой версии гигантеи, фаленопсиса гигантеи, у меня фиаско, но я надеюсь, что еще все будет хорошо. Вот второй вариант у меня прижился. Но вы знаете, про орхидеи говорить наверняка, что вот все, уже не будет проблем, нельзя. Потому. Листья здесь еще не крупные. Я читала, что начинают они цвести, когда лист уже достигает размера до 30-40 сантиметров. Но, как вы видите, моя имеет размер сантиметров 15 листик. Не знаю, какой будет новый. Вот он такой растет свеженький, зелененький, потом со временем покрывается вот таким сизым налетом. В общем, сейчас немножечко ее сбрызну по поверхности, так, даже не сбрызну, а так покапаю, пролью. И как раз вода стечет туда вниз. Главное, девочки, не залюбить, а то сейчас начнется. Конечно же, листья гигантеи отличаются от листьев обычных, привычных нам фаленопсисов. Но очень хотелось бы ее зацвести. Надеюсь, что у меня это получится. Живет она у меня здесь на полочке, на самой нижней полочке стеллажа. Вот видите, над ней еще целая надстройка орхидейная. Здесь гуляют слегонца сквозняки. Стоит недалеко запас воды, ведро. Не знаю, помогает ей это или нет, но надо все описать. И, в общем-то, так она живет. И зиму она у меня здесь жила, и подсветкой никто ее не баловал. Были отключения. Ну, в общем-то, возможно, какой-то перепад она поймала. Но я надеюсь, что это цветонос, а не мираж. Очень хотелось бы посмотреть. И очень интересно, что это за орхидея. Хотя написано, что это альбовая форма. Видите? Альба Насип. Она у меня в августе 24 года приехала в мхе. Я ее держала в мхе, а потом что-то пересадила сразу в керамзит. И пересадила ее, ту мою первую орхидею гигантею, тоже пересадила из мха, только в кору. Но вот та в коре не прижилась. А это была сильнее, экземпляр был сильнее, мощнее, взрослее. И он пошел расти. И вот эти два листа, один лист в год, примерно такой темп роста. Но сейчас увеличился темп роста. Когда она уже адаптировалась, она уже раз в полгода дает листик. В общем, девочки, надеюсь на то, что все будет нормально. И я дождусь ее цветения и не один раз полюбуюсь ее цветением. Все, прям ей посвятила в этом видео целых 7 минут. Всех обнимаю. Ждите новостей о моей гигантеї Альбі. Ну це просто высший пилотаж. Ну, сам себя не похвалишь. Не, ну это заслуга, конечно, растения. Это заслуга растения. В природе, девочки, леса вырубили, и эти гигантские фаленопсисы просто изничтожили. В теплицах их выращивают и в частных коллекциях. Так что приложим, так сказать, руку к сохранению этого вида. Всех обняла.